Короче, что здесь происходит? Я записываю, как нормальный человек, обзор на Viltrox 35 мм f1.8. Гиза мне в этом помогает. А Николай просто... We can stand here. Okay. Let's go. Oh, be careful. Water is very wet. Good, perfect. 35-ка классна тем, что, в принципе, на 1.8, даже вот у нас яркое солнце светит, вон оттуда яркое солнце, у нас картинка не пересвечивается. Я могу на 1/4000 секунды на даже... Найс! Я вернулся на YouTube. Всем привет! Сегодня у нас ревью на Viltrox 35 мм f1.8. Маленький компактный объектив, который по качеству, может относительно сравняться, чуть-чуть, самый малость, приблизиться к объективам, таким батькам, как Sony G Master, либо какая-нибудь Sigma 35 мм f1.4 Art. Это стекло у меня появилось не вчера. Уже 3 месяца я его таскаю с собой в легком сетапе с Sony A7C и, честно говоря, проникся его простотой и удобностью. Успел поснимать на него и тревел, и портреты, и секси-портреты, и даже, о боже мой, самую настоящую турецкую свадьбу. Но обо всем по порядку, погнали разбираться. Viltrox — это вообще кто? Китайцы, которые сумели совместить качественных, но дорогих японцев с такими же качественными, но халявными корейцами. В итоге получились резкие, чистые по цветам и контрастам стекла с адекватно работающим автофокусом, купить которые вы можете, не жертвуя своей почкой. Либо чьей-то чужой. В чем профит этого объектива? В дырке 1.8. Конечно, задроты скажут: фу, дырка даже не 1.4, как вообще это в руках можно держать. Но на практике, снимая портреты с каноничного для 35-ки расстояния в 1,5 метра, разницы вы особо не ощутите. Задник здесь моется. У вилки весьма приятное боке. Конечно, это не Art Sigma, не G Master. Все-таки по красоте и художественности, рельефности бокеха, на мой субъективный взгляд, у Viltrox уступает. Но опять же, снимая для инстика, когда ваши зрители просто сломя голову свайпают ленту, эта разница нивелируется. В эту же очередь, дырка 1.8 позволяет сделать объектив компактным, легким, быстрым по автофокусу, а самое главное, дешевым. Why? Да, посмотрите на переднюю линзу, она просто малюсенькая, здесь нет стекла. Тут фокусировочная группа, наверное, размером с горошину, из-за чего автофокус очень быстрый, малоинертный, то есть он моментально срабатывает, бегает вперед-назад. Ну а в совокупности с фокусировкой по глазам на камере Sony A7C съемка становится одним удовольствием, потому что вам не нужно думать, а что будет в фокусе. Вы просто нажимаете на кнопку, глаз цепляется, и все. Модель может делать что угодно, сделать заднее сальто, она будет в фокусе. И вот я реально просто убегаю. Оба, убежал, все, фокус на глазике поймался. Потом подбегаю к оси, и оба тоже фокус остается. Это круто, это очень удобно. Для объектива за 400 баксов, ты ожидаешь увидеть, не знаю, какой-нибудь супер гремящий, скрипящий автофокус. Здесь он работает прям супер-супер-супер приятно. Конечно, можно сказать: ой, Макс, у тебя здесь модели, они вообще не двигаются, понятное дело, что они будут в фокусе. Ты попробуй снять что-нибудь стремительное, там, не знаю, летящую пулю, летящего воробья. Но я решил пойти куда дальше и снял самый стремительный, самый неуловимый момент в жизни. Бегающих детей на свадьбе. Я уверен, многие свадебные фотографы меня сейчас очень хорошо понимают. В условиях недостаточной освещенности поймать фокус молниеносных спиногрызов просто невозможно. Ведь они резкие, как картинка на Viltrox 35 мм f1.8. Даже с шевеленкой автофокус цепляется за головы детей и ведет их на протяжении всего этапа съемки. И это классненько. Кстати, автофокус тут отрабатывает отлично и в видео. Я не тестировал Z-байонет святого Никона, но с Sony вообще проблем нет никаких. И я тут подумал, что, наверное, нужно приобрести еще такой же 24 мм объектив. Из-за его легкого компактного веса я его смогу прицепить к Sony A7C и просто снимать влоги на вытянутой руке. Потому что с 24-кой от Sigma Art, вот она, руки реально отваливаются, потому что в 2 раза разница веса. Знаете, чем больше ты в фотоиндустрии, тем более явной для тебя становится вся эта кухня. И сейчас в угоду своей удобности, в угоду легкости оборудования, я готов перейти с дырки 1.4 на дырку 1.8. Хотите, покажу вам свой фоторюкзак? Это мой фоторюкзак. Стремно, на самом деле, приходишь на съемку к модели, модель смотрит на тебя и такая: а где твой фоторюкзак? А ты точно фотограф? И ты такой:
У меня все с собой. И, как говорил Жора Чернядев, на самом деле бананка очень классная штука, потому что туда можно положить пауэрбанк, повесить его на пояс и тем самым скрыть свой стояк. Можно туда положить, допустим, какой-нибудь утяжеляющий предмет. Допустим, пауэрбанк на 20 тысяч милличасов. Или миллиампер. Положил, все, точно ничего не происходит. То есть каждый ампер должен соответствовать сантиметру. Весу, сантиметру. Типа 20 ампер на 20 сантиметров. Да. Все, отлично. Я... Кстати говоря, такой облегченный комплект, да даже, с полноценной Sony A7, нормально, позволяет вам держать камеру не только правой рукой, но и левой. Использовать нестандартные точки съемки, да и вообще меняет взгляд на эргономику камеры. У меня самая короткая выдержка на камере Sony A7C 1/4000, и снимая на дырку 1.4 при выставлении ISO 100, снимая в ярком солнечном освещении, когда солнышко в зените, картинка начинает пересвечиваться. На Viltrox дырка 1.8. И картинка нормально экспонируется, она не пересвечивается. Даже на ISO 100, на открытую диафрагму, на выдержку 1/4000. То есть получается, что как бы Viltrox позаботились обо мне. Спасибо, Viltrox. Особо меня, конечно, порадовали цвета и контрасты в передаваемой Viltrox картинке. Мы тут с Гизем замутили съемку с мотопедом под виноградником в самый санцепек. И вышло все просто бомбезно. Я в конце ролика добавлю немного бэков со съемки. И если такой формат вам зайдет, буду чаще добавлять такие интеграции. Обязательно напишите мне об этом в комментарии. Ну а полные бэки, там больше часа хронометража, вы можете найти у меня на Бусти и на Патреоне. Цвет у Viltrox очень чистый, нет никаких деформаций и тонировок. Картинка очень контрастная, точка черного очень глубокая, что, конечно, для меня уже не так привычно, ведь я использую Tiffen Black Pro Mist Soft Filter, который как раз смягчает контрасты. Но родной контраст вилки очень схож с родными контрастами G-Master и Sigma. А эти объективы для меня, как ни крути, эталоны качества. С резкостью тут тоже нет никаких проблем. Объектив разрешает все 24 мегапикселя на открытой диафрагме f1.8. Вот, каждый пиксель в резкости, каждая ресничка просматривается без мыла. Поэтому если у вас где-то там мыло, просто достаньте свои руки из жопы. Конечно, 24 мегапикселя сейчас не показатель, все хотят 42, 61 и так далее. Чем больше мегапикселей, тем лучше. Вообще не понимаю, почему сейчас все производят обратно-поступательные движения своим детородным органам на мегапикселе, потому что, 90% контента делается для Инстаграма, а там разрешение файла 1350 на 1080 пикселей. Зачем 61 мегапиксель? Но все же, вот вам кадр на 42 мегапикселя. Дырка 1.8. Судите сами о резкости этого стекла, но на мой взгляд, тут все окей. Эти равки можете скачать, открыть, посмотреть, покрутить, посмотреть опять же на резкость по ссылке в описании. Это мой телеграм-канал. В нем я делюсь частенько исходниками и фулл-сайзами своих работ. Вообще съемка с Гизем меня очень сильно порадовала. Стекло раскрыло себя в ярком контрастном свете с отличными бликами и засветкой контрового света. А в совокупности с 35-мм фокусным расстоянием это стекло становится весьма универсальным, потому что на него можно делать даже крупные портреты. Минимальная дистанция фокусировки на нем 40 сантиметров. Это позволит вам очень близко приблизиться к модели и сделать прям супер-супер крупный портрет. Это хорошо. По корпусу. Его приятно держать в руках. Он как бы металлический. Но на самом деле объектив не такой тяжелый, поэтому о количестве металла тут можно поспорить. Но может быть из-за малого количества стекла он настолько легкий. Вроде бы все хорошо, но есть две прям максимально бесячие штуки. Первая бесячая штука — это кольцо диафрагмы. Ну ёпрст, Viltrox, надо же было так продолбаться и сделать такое говнище. Я не знаю, его просто крутить невозможно. Оно скрипит, оно такое ощущение, что там какая-то мелкозернистая пыль. И когда вы крутите, вам прям самим неприятно становится. Двигаясь от дырки 1.8 до f16, вы не встретите фиксирующих рисок. Это как бы хорошо для видео, вы можете плавно изменять экспозицию, но нет, плавности в движении кольца нет, ибо оно трется и немножечко даже есть какие-то фиксации. Его прямо хочется смазать ВДшкой. Есть глубокая фиксация в значении А.
И было бы круто, если бы такую фиксацию сделали и на дырке f1.8, потому что часто бывает, что, держа объектив в руках, вы немножечко смещаете своим безымянным средним пальцем дырку до значения f2, и этого просто не замечаете. А потом, просматривая фотографии, такие, ну блин, диафрагма-то была закрытая. А вот, кстати, кольцо фокуса здесь идеальное. Оно просто мягчайшее, супер плавное. Но спрашивается, нафига мне это кольцо, если тут есть нормальный автофокус? Здесь нету тумблера автофокуса, поэтому придется через меню настройки фотокамеры переставлять с ручного на автоматический фокус. И обратно. Вторая бесячая штука — это бленда. Это просто недоразумение. Это не бленда, это специальный аппарат для пытки людей ультразвуком. Если вы ее наденете в обратном направлении, придя на съемку, вы можете шантажировать свою модель. Либо ты снимаешь трусы, либо я снимаю бленду. Хорошо, трусы так трусы. На самом деле, бленда в этом стекле не обязательно. Ведь тут очень приятный блик в контровом освещении. Он неявный, без резких зайчиков. Мягкий градиент от источника света, плавно распространяющийся по всей площади кадра. Поэтому, в принципе, бленду можно... В кошачий корм попал. Прости, Ясь. Объектив без пыли влагозащиты. Я бы не рисковал на него снимать в дождь. На байонете нету прорезиненного кольца, но зато здесь есть кое-что, чего ты не ожидаешь увидеть на объективе. Разъем Type-C. С помощью него вы можете перепрошить стекло, ну, либо закинуть туда послание для тех, кто сопрет ваш объектив, пока вы снимаете драку жениха с бывшим парнем невесты на банкете. Итог. Заехать за этим объективом в магазин все же стоит, особенно начинающим фотографу, потому что его цена производителем заявлена в $399. Это очень адекватная цена для автофокусной 35-ки с хорошим цветом, контрастом и так далее. В российском маркете он стоит 41 тысячу рублей, что, ну, более чем даже в 2 раза дешевле новой 35-ки f1.4 от Sigma. Я не говорю уже, во сколько раз она дешевле G-Master. За адекватный кэш вы получаете хороший цвет, контраст, легкость, адекватный автофокус, приемлемый рисунок боке и ультимативное оружие по борьбе с москитами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно, и до новых встреч, пока. Оксан, срочно скажи мне, как Просто... тебе Viltrox 35 мм? Огонь вообще, такие фоточки, которые я еще не получила. Я тебя снимаю 4К, прикинь. Вау, это будет моя веснушка, значит, в очень хорошем качестве. Скажи, пожалуйста, что ты снимаешься на Viltrox 35 мм f1.8 FE. Ребят, здравствуйте. Я, значит, снимаюсь в 4К на... Как еще раз? Viltrox. 4. 4-5 5 утра. Oh, nice place. I like it. Good. We have a flowers, we have a water, we have a stone, and we have a good model. Okay. Look at the sun. Nice. And lay. Ah. Oh, nice. Perfect. I like the contrast. Okay. Can you add the movement on your face? Yeah. Keep your knee together and a little space near between. Yes. Hold on. Good. Look at the sky. Yes.
Yeah, and close your eyes. One more time. Maybe you can turn to the right side of your body, your left knee to the ground. It's okay? Like this? Yeah, like this. Good. Okay, let's take some photos with the flowers. I like this background. Let's go there. I like it. 1 second. Okay, and look to the right side. Yeah. Actually, you can look to the sun. Yeah, like this. Yeah. One more time. Close your eyes. Good. Perfect. And look at me. So stand directly. You should open your shoulders like this, and look at me stronger directly. This Yes. and this. And this, and left and right. Good. Yes, and look at me directly. Good. Nice. Come here closer. Up your nose. Yeah, and look at the sky. Good. One more time. Let's do it again. And you can open the flowers and more flexible. Nice. Good. The best. Good. I like it. And look at me. Yeah. One more time. 1 second. 1 second. Let's repeat. Yeah. And directly at me. Yeah. Look at your step. Good. Good, 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 good. Yeah. Nice. And look at me. Perfect. Good. It's perfect. Okay, and let's do our second pose.